Очередная новинка от компании, которая не раз удивляла меня своей продукцией в хорошем смысле. Данные наушники имеют элегантный дизайн, качественные материалы, великолепную сборку, обширный функционал, минимальную задержку в играх. Также производитель заявляет об отличных микро, интуитивно понятном и удобном сенсорном управлении, хорошем времени автономной работы до 7 часов на одном заряде наушников, 10-минутной быстрой зарядкой, которая даст вам 5 часов воспроизведения музыки, защиту от пыли и брызг класса IP55 и, разумеется, топовое звучание. Со всем этим и не только можно ознакомиться в рекламе к наушникам под названием OnePlus Buds N. Но как у них дела обстоят на самом деле, я сейчас вам расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать новые наушники от OnePlus. OnePlus выгружает просто бешеное количество различных новых телефонов. Nord 2 SE, Lite, допустим, 2T, который скоро будет на канале, OnePlus 10 Pro, который, к слову, стоит 36 тысяч сейчас по новому курсу Киви. Чувствуете, меня аж смех пробивает. И наушники, которые они недавно выгрузили. Из наушников у меня еще есть их прошки, и они хороши довольно за свои деньги. Но это дело еще дешевле, получается дешевле в 3 раза. Это OnePlus Buds N. Разумеется, это затычки, они не стали никаким образом извращаться. Что они обещают? 480 мАч внутренний у нас аккумулятор у бокса и 5-ваттная зарядка у него. По большому счету, вот здесь они больше ничего не записали. Напоминаю, что у OnePlus есть родные часы, они неплохие. Смотрим тоже обзор на канале. Они по большому счету выпускают все, что только можно. У них отличные шнурки. Наушники, у них отлично есть затычки. Единственное, что OnePlus не выпускают, это вкладыши. Я у них пока не встречал. Корпус бокса глянцевый, дно не прорезинено. Type-C-шник нормальный, кнопка механическая с довольно неплохим люфтом, скорее всего для сброса. Наушники выглядят странно. В комплекте, разумеется, должен быть у нас кабель и запасные амбушюры. Амбушюры вижу, кабель вижу. Документация нас особо не интересует. Почему? Потому что она здесь, к сожалению или к счастью, на китайском языке. Разумеется, будет какая-нибудь там глобальная версия. Может быть, она здесь у нас? Нет, на английском нет. И там они будут уже запихивать документацию на, разумеется, английском. И сборка у них неплохая. У них довольно странный звуковод, короткий, овальный, но с креплениями для амбушюр. Я не думаю, что они будут слетать, потому как это дело в ушах сидит. Вы сейчас видите, основной минус, разумеется, это то, что, возможно, их, может быть, кто-то будет за серьги принимать, и это нехорошо, с одной стороны. С другой стороны, не важно же, что там написано, правильно? Главное, чтобы было удобно. По мне, наушники чуть-чуть ощущаются. Я, наверное, предположу, что они больше 4 граммов весят каждая. Поэтому есть ощущение, что они присутствуют в ушах. Да, 4,8 грамма. Почему я сказал 4 грамма? Потому что обычно, когда наушники меньше 4 грамм, ты вообще их не ощущаешь с самого начала. Если наушники весят 4 грамма и больше, то вначале ты их ощущаешь, потом, если они комфортные и эргономичные, ты ощущать их не будешь. Разумеется, у нас есть 2 пары сменных амбушюр, очень странные, и бокс у нас весит 38 граммов. По звуководам сеточка у нас сразу похожа на пластик, но она металлическая, несмотря на то, что похожа на пластик. Внешне плюс. Почему? Потому что ни на что не похоже. Понятно, что глянцевая какая-то штуковина, но самое главное для нас что? Это звук, разумеется, и, разумеется, вот видите, обклеили всем, чем можно, и будете ходить так с этой наклейкой. И, разумеется, это как будут отрабатывать микрофоны. И в условиях студии, где я сейчас на шуровский микрофон записываю распаковку, и в условиях города, где будут проезжать мимо машины, разумеется, вы услышите пример работы данных микрофонов. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. Для примера, сейчас я разыгрываю One Moeva наушники и наушники Sony. Так что смотрим описание и участвуем. И напоминаю про подписку в телеграм-канал взаимопомощи. Нас там уже 14 тысяч человек, и телеграм-канал скидок 53 тысячи человек. Для примера, если вам хочется купить OnePlus 10 Pro дешевле 36 тысяч рублей, если вам
захочется купить OnePlus 9RT, допустим, за 23 или Poco F4 GT 5G за 27, подписывайтесь на телегу, там есть инструкция как. Сейчас через Kiwi пока в рублях можно покупать, курс низкий, и даже когда это дело пройдет, я туда буду постить промокоды и купоны. Плюс новинки. Напоминаю, что Realme GT Neo 3T скоро выйдет. И у Poco 2 новых смартфона 23 и 27 числа. Перейдем же к беспроводным наушникам. Полетели. В продаже имеется белая, голубая и черная расцветка данной модели. Дизайн бокса минималистичный, и выглядит он неплохо, но точно на любителя. Изготовлен он с глянцевого пластика, качество материалов хорошее, но бокс как магнит для пыли и грязи. Вдобавок, потертости и царапины на нем остаются практически сразу. Но хорошо, что в продаже уже есть защитные кейсы на любой вкус и цвет, и стоят, разумеется, они на Али копейки. Габариты бокса составляют 67 на 34 на 28 мм. К слову, в разных расцветках вес и габариты отличаются как у наушников, так и у бокса, но не намного. В кармане носить его не совсем удобно, тактильно приятный, но скользкий. В корпусе расположили гравировку с тиснением названия производителя, LED-индикатор, краткую информацию, кнопку для сопряжения и хорошо оформленный разъем для зарядки USB Type-C. Открыть одной рукой бокс можно, крышка в открытом состоянии фиксируется, что удобно, шарнир пластиковый, и люфт у крышки как в открытом, так и в закрытом состоянии небольшой, но имеется. Во всяком случае, мне кажется, что он будет все хуже и хуже со временем, но это опять же будет не сегодня. Хлопок звонкий, но не раздражающий. Внутри бокса на матовой поверхности расположили два глянцевых горизонтальных места под наушники с двумя контактами для зарядки и маркировку Left-Right. Наушники в боксе практически не гуляют, если попытаться их вытряхнуть, то нужно будет постараться. Емкость аккумулятора бокса 480 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 47 минут, беспроводной зарядки не завезли, к сожалению. С другой стороны, учитывая стоимость, неудивительно. Наушники можно перезарядить от бокса полных 3 раза, саморазряд у бокса я не наблюдал, что особенно радует. Переходим к ушам. Изготовлены наушники из такого же глянцевого пластика, как и бокс. Дизайн на первый взгляд может показаться непривлекательным, но в ушах они смотрятся интересно, да и в принципе изготовлены они аккуратно. Минус в том, что сенсорная область, которая является зеркальной, очень маркая. Габариты 27 на 21 на 19 мм. Звуковод не длинный, имеет овальную форму 4,6 на 7,2 мм. На звуководе расположили выступ для удержания амбушюра и металлическую сеточку. Посадка в ухе отличная, дискомфорта наушники не доставляют даже на протяжении 2 часов непрерывного прослушивания музыки. Из ушей выпирают они не сильно, пассивная звукоизоляция неплохая, если потрясти головой, то наушники не вылетят. И, к примеру, выйти на пробежку можно в них без проблем, не боясь потерять наушник. Или даже два. Всякое бывает. Но, напоминаю, по большей части все зависит от правильного подбора амбушюр. Далее, зарядные контакты, что удивительно, расположили не в ножке, а на основной части. Проблем с зарядкой пока у меня не было. Также на корпусе расположили по 2 микрофона на каждом наушнике и сенсорную область. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, вызов голосового помощника и переключение между двумя устройствами удержанием. Считайте мультипоинт на борту. На тапы наушники откликаются отлично, одиночный этап на борту, но у меня ложных срабатываний не было, что хорошо. Регулировки громкости не завезли, но, как по мне, ее, скорее всего, добавят с новыми прошивками, так как на один наушник можно повесить переключение треков, а на второй — регулировку громкости. Включение игрового режима также есть, но только если вы используете смартфон не OnePlus. Команды сопровождаются системными звуками. Летим дальше. Чип установлен BES 2500IU. Оснащены наушники динамическим катушным блоком диаметром 12,4 мм и композитной диафрагмой с титановым покрытием. Технология Dirac Audio Tune на борту. Диапазон частот стандартный от 20 Гц до 20 кГц, импеданс 32 Ома, чувствительность 101 дБ. Активного шумоподавления режима прозрачности не завезли, что неудивительно за их стоимость. Заряд наушников в шторке на смартфоне отображается. По одному наушники работают, и переподключение, ура, бесшовное. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее запряженным устройством. Анимации есть только со смартфонами OnePlus. Мультипоинт есть, как я уже говорил, и это удивительно. Переключаться между двумя устройствами довольно удобно. Это такой обрезанный мультипоинт. Когда вы подключаете, допустим, к одному смартфону и к другому после этого, при необходимости к первому устройству тапами переподключаете эти наушники без необходимости входить в настройки. Датчиков автопаузы нет, и это удивительно. Емкость аккумулятора одного наушника 41 мАч, полный цикл зарядки занимает ровно 1 час. Отыграли наушники по моим тестам по кодеку AAC на 70% громкости со стоковым эквалайзером и в паре с OnePlus 9 Pro 6 часов 8 минут, что довольно много и хватит каждому. Быстрая зарядка на борту и 10 минут зарядки бокса вместе с наушниками от кабеля дают 4 часа 10 минут воспроизведения музыки в тех же условиях. Защита от пыли и брызг класса IP55. Разумеется, я искупал их в стакане, и к моей радости они остались живы. Весь функционал как работает, так и работал. Далее.
Для удобного использования нужно установить приложение стандартное Hey Melody, которое доступно как на Android, так и на iOS устройствах. Но к Яблоку лично у меня через приложение наушники не подключаются, даже после обновления прошивки. В приложении мы имеем заряд наушников и бокса по отдельности, вдобавок в процентах. Далее есть эквалайзер с 4 заготовками и шестиполосный кастомный эквалайзер, за что огромное спасибо. Включить-выключить игровой режим, настроить тапы в приложении возможность есть, как и обновить прошивку. К слову, обновление прилетело сразу. Приложение хорошо переведено на русский язык, и в использовании оно удобное. В случае, если использовать смартфон OnePlus, к примеру, я использовал OnePlus 9 Pro, то все слегка по-другому. В приложении при подключении наушников выскакивает окошко, которое перенаправляет вас к настройкам Bluetooth устройств. В настройках наушников все практически идентично тому, что мы видели в приложении. За исключением того, что у нас нет возможности включить игровой режим. Но появилась функция поиск наушников и переход сразу же к Dolby Atmos на смартфоне. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2 практически последний, крутой. Из кодеков на борту AAC SBC через две стены не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметная, в играх задержки в связке с OnePlus 9 Pro отличные, глазу незаметны. По заявлению производителя она равна 94 миллисекунды. Если использовать смартфон другой марки, к примеру, я использовал Vivo X80 Pro, к слову, на который завтра выйдет обзор, то задержка с включенным игровым режимом также хороша, но заметна небольшая разница. Примеры вы сейчас увидите и услышите на экране. Микрофоны с шумоподавлением окружающего шума на базе АИ. Чувствительность микрофона 42 дБ, отрабатывают хорошо. Я бы не сказал, что идеально, но голос слегка искажают. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов OnePlus Buds N в помещении, при том, что это студия. Здесь я записываю свои ролики, входы на шуровский микрофон. То есть вы свободно можете включить любой обзор, посмотреть распак, послушать, как это все дело работает в идеальном варианте с большими микрофонами и прикинуть, насколько эти уши хороши или не особо хороши для вас по микрофонам в помещениях. Следующий будет пример, разумеется, на улице. Странное ощущение в ушах, хотя, в принципе, основное странное, потому что я знаю, что там зеркальца маленькие, а не потому что они какие-то неудобные. Смотрим. Пример работы микрофонов беспроводных наушников OnePlus Buds N. И вот такой вот премиальный бокс у нас. Позади меня проезжают машины. Ветер, кстати, почему-то не сильный. Когда я сюда шел, был сильный. Сейчас ветра практически нет. Мимо проехала одна Hyundai Solaris. И что я могу сказать? Бокс в жизни на улице выглядит, как будто это премиальное чудо из разряда AirPods, хотя стоит все это дело в 4 раза дешевле. Если брать микрофоны в помещении, они отрабатывают адекватно. Как на улице отрабатывают, вы сейчас слышите. То есть, допустим, вы сейчас идете такие, разговариваете с каким-нибудь товарищем, не обращая внимания, что на улице есть помимо вас окружающие люди, машины, которые вы перекрикиваете. Вот так примерно вас товарищ будет слышать. Люфта у крышки по минимуму, кнопка меня бесит, потому что есть зазоры. И в целом, по внешнему виду, вы сами видите, что эта штука не вылетает даже со стоковыми амбушюрами. Лично у меня из ушей. Думаю, и у вас тоже. У меня максимально они средние. Если вы в роликах видите вот эти прозрачные штуковины, имитации ушей, к слову, они придуманы как раз для того, чтобы показывать, как будут выглядеть в ушах слуховые аппараты. Так вот, у меня Ctrl-C, Ctrl-V ухо, как вот эта вот пластиковая прозрачная штука.
Смотрим. Звучание запаса громкости более чем достаточно. Я прослушивал музыку не выше, чем на 75% громкости. Звучание тестировал в основном в стоковом эквалайзере под названием «Сбалансированный». Звук все равно с акцентом на бас. Сам бас плотный, средний бас в наличии с хорошим ощущением многослойности. Опять же для ТВС. Середина, как высокие, отлично проработана. Вдобавок, высокие частоты меня сильно удивили, так как они звучат приятно и чисто. Каша небольшая есть, но только если выкрутить громкость выше 95%. Опять же, в этом случае вы будете слух свой точно третировать. Глубины достаточно, сцена широкая, ощущение пространства имеется. Детализация на хорошем уровне, музыкальные инструменты, наушники отыгрывают хорошо, как и вокал. Но не забываем, что есть готовые музыкальные пресеты и кастомный эквалайзер, на которые наушники откликаются великолепно. Я был приятно удивлен звучанием данной модели, и мне их стоковое звучание зашло, даже без применения эквалайзера. Из минусов: нет регулировки громкости, нет беспроводной зарядки у бокса, хотя в данной ценовой категории, если меня не подводит память, я еще не встречал бокс с беспроводной зарядкой. Нет датчиков автопаузы, глянцевый бокс, как и наушники. Если не использовать защитный кейс, то быстро потеряют свой презентабельный вид, однозначно. А основной плюс — это цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Я, скорее всего, ее в названии поставлю в рублях, опять же, по сегодняшнему курсу Киви. Чтобы знать, как покупать через Киви, подписывайтесь на телеграм-канал скидок, и там есть две большие инструкции. Если у вас что-то не работает, попросите друга, который может сделать по инструкции, потому что через Киви оплата работает. Сегодня, на момент издания ролика, курс по Киви 59.29, то есть за $1 59 рублей 26 копеек. И это прям очень выгодно и для смартфонов, и для подобных наушников. Резюмирую, беспроводные наушники OnePlus Buds N однозначно удались как модель, так как мы имеем отличные материалы, интересный дизайн, великолепный набор функций, хорошую внутрянку для 2022 года и просто бомбическое звучание за свою стоимость с хорошим запасом громкости и неплохими микрофонами. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, там я выкидываю эксклюзивные контенты, обзоры. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья!